Представьте себе город. Настоящий мегаполис с тысячами квартир, электростанциями и тоннами грузов. Теперь представьте, что этот город движется по воде со скоростью 40 км в час. Это современный контейнеровоз класса Triple-E. Его масса более 200 тысяч тонн. Когда на море начинается шторм, ветер и течение создают колоссальное давление на корпус. Сила, стремящаяся унести этот корабль в открытый океан, эквивалентна тяге десятков реактивных двигателей. Кажется, что остановить такую мощь невозможно. Но у капитана есть решение. Стальной крюк, который на фоне самого судна выглядит не больше зубочистки. Многие из нас с детства привыкли к картинке. Якорь падает на дно, цепляется за камень, и вуаля, корабль стоит. Но если вы думаете так же, то вы ошибаетесь примерно на 90%. Настоящая магия инженерии скрыта не в форме крюка, а в том, что происходит между ним и кораблем. И сегодня мы погружаемся на дно, чтобы понять, как на самом деле работают якоря. Человечество пыталось припарковать корабли тысячи лет. Самый первый якорь в истории был до смешного прост. Это был обычный тяжелый камень, обвязанный лианой. Эффективность почти нулевая, если дно гладкое. В античности греки и римляне догадались, камню нужны лапы. Появились деревянные рамы, заполненные свинцом. Но настоящий прорыв случился, когда в дело вмешалось железо. Знаменитый адмиралтейский якорь с поперечным штоком стал золотым стандартом на века. Его секрет был в том, что шток всегда переворачивал якорь так, чтобы одна из лап впивалась в грунт. Однако у него была проблема. Он был чертовски неудобен в хранении. Попробуйте прижать к плоскому борту конструкцию, которая торчит во все стороны. Только в конце XIX века инженер Фредерик Холл запатентовал конструкцию без штока с поворотными лапами. Именно этот тип якоря вы видите сегодня на большинстве судов. Но почему мы отказались от мертвой хватки старых якорей в пользу более скользких современных? Ответ кроется в безопасности лебедки и силе рывка. А теперь шокирующий факт. Если вы отрежете якорную цепь и замените ее на сверхпрочный, но легкий трос из кевлара, ваш корабль уплывет при первом же серьезном порыве ветра, даже если якорь будет весить 50 тонн. Почему? Потому что главный секрет – это вес самой цепи. В морском деле есть понятие катенария. Это кривая, которую образует тяжелая цепь под собственным весом. Одно звено цепи крупного лайнера весит около 150 килограммов. На стандартной дистанции в воде могут находиться сотни таких звеньев. Это десятки тонн стали, просто лежащих на дне. Цепь работает как колоссальный амортизатор. Когда судно толкает волна, оно сначала тратит энергию на то, чтобы приподнять звенья со дна. Сила доходит до самого якоря, уже ослабленной, и, что важнее всего, она тянет его строго горизонтально, вдоль дна. А именно в таком положении лапы якоря зарываются максимально глубоко. Но за что именно держится якорь? Море — это не всегда песок. Под килем может быть мягкий ил, твердая глина или скользкая скальная порода. На песке и иле современные якоря работают по принципу плуга. Они не просто лежат, они зарываются. Здесь вступает в силу эффект присасывания. Попробуйте вытащить ногу из густой грязи. Она держит вас мертвой хваткой. То же самое происходит с лапами якоря. Однако, если дно каменистое, якорь Холла становится почти бесполезным. Он будет просто прыгать по камням. В таких случаях капитаны ищут якорные стоянки с заранее известным типом грунта. Как это выглядит в реальности? Это не просто нажатие кнопки. Постановка на якорь — это слаженный танец мостика и бака. Капитан дает команду, и офицер на носу судна готовит тормоз брашпиля, гигантской лебедки. Вы не услышите «сбросьте 100 метров», вы услышите «в воде 3 шакла». Шакл или смычка — это отрезок цепи длиной 27,5 метров длины. Чтобы моряки не запутались, соединительные звенья красят, например, первое в белый, второе в красный, третье в синий. На некоторых судах на звенья наматывают проволоку, чтобы боцман мог определить длину на ощупь в полной темноте.
Когда якорь касается дна, судно должно дать малый задний ход. Это критически важно. Мы должны растянуть цепь по дну, а не свалить ее в одну кучу поверх якоря. Корабль постоял на якоре, пора уходить. Как вытащить 20-тонный якорь, который намертво вгрызся в липкий морской ил и присосался к нему? Просто потянуть лебедкой — вы сожжете двигатель. Чтобы вырвать якорь, применяют физику. Корабль дает малый ход вперед, двигаясь прямо над тем местом, где зарыт якорь. Цепь натягивается строго вертикально. Моряки называют это положение «панер». Вертикальное усилие разрушает эффект присасывания, и якорь буквально выламывают из грунта. Этот момент называется «срыв с грунта», якорь встал. Кстати, когда якорь поднимается из воды, он покрыт тоннами вонючей грязи. Чтобы цепной ящик на судне не превратился в болото, прямо в клюзе установлены мощные форсунки, которые струями воды под огромным давлением смывают весь ил. Чистая сталь возвращается домой. А что будет, если попытаться встать на якорь посреди Тихого океана, где глубина 5 километров? Короткий ответ – вы потеряете корабль. Вес 5 километров стальной цепи превысит предел прочности металла. Цепь просто лопнет под собственным весом или, что еще хуже, вырвет брашпиль вместе с куском палубы. Мы живем в 21 веке, и на смену грубой силе металла приходят алгоритмы. Современные нефтедобывающие суда и круизные лайнеры все чаще используют систему динамического позиционирования. Представьте, судно висит над точкой на глубине 2 километров. Спутники GPS и датчики на дне постоянно передают координаты компьютеру. Если ветер толкает корабль влево, компьютер мгновенно дает команду подруливающим устройствам, азиподам. Это винты, которые могут вращаться на 360 градусов. Они создают микродвижения, удерживая 100-тысячную махину с точностью до нескольких сантиметров. Никаких цепей, никакого ила, никакого риска запутаться. Это дорого, это потребляет тонны топлива, но это единственный способ работать там, где дно недосягаемо. Якорь — это удивительный пример того, как древняя идея дожила до наших дней, почти не изменившись в своей сути. Это баланс между весом, трением и чистой физикой. В следующий раз, когда вы увидите огромный корабль в порту, помните, его удерживает не просто крюк, а невидимая глазу 40-тонная пружина, лежащая на морском дне. С вами был канал «Почему так?». Если вы досмотрели до этого момента, вы теперь знаете о якорях больше, чем 99% людей на планете. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее погружение в мир вещей, которые кажутся простыми только на первый взгляд. До встречи в следующем выпуске.